Всем привет! Посмотрел я на одиноко стоящую вот эту вешалку с тумбой для обуви. Довольно широкий коридор, где я планирую еще установить шкаф-купе. Пообщался с друзьями и решил, что а не купить ли мне еще один такой комплект и разместить рядом. И вот сегодня все это мне доставили прямо в квартиру. Данный комплект, модульный комплект мебели я приобрел в интернет-магазине Мекабай, о чем свидетельствует вот такой гарантийный талон, выдал мне магазин. И с чеком на 317 белорусских рублей. Из них 18 рублей доставка, это $9. И 299 рублей, это порядка $150, стоит этот комплект мебели. Вешалка и тумба Оскар. Гарантия 18 месяцев. У меня выйдет еще одна такая тумба для обуви. И вот такая вешалка на 3 крючка. Пожалуй, сейчас я приступлю к распаковке. Оставлю ссылку на тот первый ролик, где я собирал вот эту тумбу под зеркало и само зеркало. И в этом ролике раскрою более подробно именно сборку тумбы для обуви и вешалки. Погнали! Так, сначала распакую вешалку. В принципе, все в картоне. Аналогичный цвет черный, вот этого винила или курзама. С тыльной стороны выглядит она следующим образом. Вот эти вот стикеры наклеены на места пуговиц, где подсоединены пуговицы такие. И в эти полости, 3 полости, необходимо еще установить металлические такие зацепы, крюки. У меня еще таких 2 ящика, 2 картонных, и вот такие 2 коробочки. В этой упакована фурнитура для вешалки. Сами крючки с тюбелями. В принципе и все. А в этой упакована фурнитура для тумбы для обуви. Петли металлические, газлифт, логично. Так, ножки, метизы всякие, инструкции. Итак, в первом ящике скрывается МДФ по 2 панели с такой пластиковой планкой соединяющей. Это задняя стенка тумбы для обуви. Следующее это у нас нижняя стенка дна этого ящика и 2 боковины. И в последнем ящике сиденье верхнее. Да, и фасад. Вот весь комплект. Полный комплект выглядит вот так. Здесь несколько иное крепление с таким эксцентриком. Оно в пластиковой оболочке, металлическая вот эта вот штука, за которой цепляться будет такой дюбель-гвоздь. То есть, в принципе, регулируя вот это вот положение, можно выставить ровно саму вешалку. 3 штуки. Но в комплект все равно положили еще 6 вот этих саморезиков под старое крепление, такие металлические пластины. Значит, у нас есть 3 дюбеля, 3 таких вот крюка, дюбель-гвоздя и саморезы под крепление вот этих вешалок. Она сделана под такой медь или латунь, отверстие под крепление, и тут 2 крючка здесь и под шапки такая вот крючок. Так выглядит комплект фурнитуры для сбора обувной тумбы. Даже есть имеется такой 6-гранный ключ для закручивания конфирматов. И первым шагом для сборки тумбы для обуви необходимо определиться. Вот есть такая самая длинная доска, это будет нижняя часть, дно шкафчика, и у нее есть 2 стороны. На одной из сторон, с внутренней стороны, получается, есть позиция для завинчивания петель фасада. Если вам будет видно, вот здесь вот есть одно отверстие и второе. Аналогично с обратной стороны. Так, одно и второе. То есть вот это получается именно будет внутренняя сторона внутри шкафчика. Поднимаю эту доску и с помощью конфирматов креплю боковые стенки. Боковые стенки с условием, что кромка здесь фасадная, здесь кромка. И эти отверстия должны быть вверху с внутренней стороны. Для удобства завинчивания с помощью вот этого ключа можно перевернуть ящик обувной вверх дном. Значит, после того, как завинтили, устанавливаем вот эти вот заглушки.
Вот эти декоративные заглушки, они двух размеров, чуть побольше, чуть поменьше. Сюда ставим, который поменьше размер. В соседние отверстия будут устанавливаться ножки. Но я буду ставить другие ножки, не из комплекта. Поэтому пока их не устанавливаю. Так, вот так это все выглядит. И теперь можно перевернуть и закрепить верхнюю часть, точнее вот это сиденье. Сиденье крепится с помощью таких вот эксцентриков. Эксцентрики у нас вставляются в боковые стенки. В сиденье с внутренней стороны ввинчиваются вот эти вот винты такие. Так, здесь нам надо крестообразная отвертка. Так, закрепили сиденье. И поверх этих эксцентриков заглушки большего размера, которые остались из комплекта, также одеваем сюда их. Вот так вот. Далее, собрав такую конструкцию тыльной стенки из МДФ, соединенных пластиковой перемычкой такой, прибиваем гвозди. В моем комплекте их было 31 штучку, мы распределяем где-то так равномерно. Сначала начну с первого ряда, потому что надо потом еще выставить угол. Теперь выставляю угол, как-то так, саму коробку сдвигаю как нужно, чтобы получился угол 90 градусов, проверяю все углы и начинаю с какой-нибудь стороны прибивать гвозди. Так, размечаю петли и завинчиваю. И фиксирую петли в отверстия, которые были на дне ящика. Останавливаться на креплении газлифтов уже не буду. Схема приведена была на упаковке, и останавливался я больше в первом ролике о сборке этой мебели. Но если газлифт вы закрепили правильно, то оно будет совпадать и с первым шкафчиком. Все это крепится в МДФ, то есть это практически прессованная бумага, и если сюда хорошенько приложить силы, то это все можно легко вырвать. При открывании фасада он немножко амортизирует. И в финале вам необходимо все шкафчики выставить в один ряд, чтобы не было никаких выступов, и зафиксировать вот такими вот стяжечками. Короче, все шкафчики нужно соединить между собой. Дополнительно я сделал еще такую полку. Учитывайте тот момент, что она должна быть уже, чтобы вот газлифт, ему было место, куда прятаться. И вот на такие бабышки, по две с каждой стороны, они в диаметре 5 мм, я уложил полку. Используя второй ящик, я расширил пространство для хранения обуви, ну еще увеличив таким образом на 6 пар для хранения. Вот эти декоративные пластиковые заглушечки я просто вклеил, тут как бы они должны всовываться в ножку, с той стороны ножка. Вот. Но у меня ножки я поставил другие, они регулируемые и несколько выше, чтобы поднять над плинтусом. Сиденье имеет еще тут доску дополнительную внутри нее, то есть в принципе здесь сшито две доски. Но все равно при хорошем весе, там килограмм 80, они прогибаются и ложатся немного на фасад. Ну и количество крючков у меня увеличилось также в 2 раза. Общая длина составила 2 метра 54 миллиметра. Но высота 2 метра 79 миллиметров. В принципе, вот такая прихожая у меня получилась. Единственный нюанс, это уже в конце видео, я хочу обратить внимание на то, что если у вас неровные стены, то, конечно же, плотно не приляжет сама вешалка. Вот так прихожая выглядит от входа, и дальше у меня будет шкаф-купе.